Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем разбираться, что произошло с недвижимостью города Чернигова. Традиционно будем говорить о рынке недвижимости, применяя статистические данные, то есть через призму времени и цифр будем разбираться, что произошло с недвижимостью, рассматривать будем колебательные процессы длиной в один месяц, сравнивать ноябрь месяц с октябрем месяцем 2025 года. В конце видео будем говорить о тенденциях длиной в один год. Сравнивать ноябрь 2025 года с ноябрем 2026 года. И, конечно же, подведем итоги с цифрами. Я сделаю краткосрочные прогнозы до конца 2000, не до конца, а до первого квартала 2026 года. И порассуждаю с вами на предмет того, с чем связаны вот эти аномальные повышения стоимости квадратного метра по всем сегментам в городе Чернигове и Черниговской области. Это соответствует действительности. На протяжении года я вижу по статистике, как стоимость медленно и уверенно растет. При всем при этом мы вспоминаем, что Черниговская область граничит с Брянской, друзья, областью. Расстояние до Киева 270 километров. До Чернигова от границы, по-моему, 86 километров, от границы Российской Федерации, имею в виду. Ну, друзья, очень серьезная, непростая ситуация, как затишье перед бурей. Ну да ладно, досмотрите до конца видео, я думаю, что вам будет интересно. Ну, свои соображения напишите, почему дорожает недвижимость, как ни странно, в городе Чернигове, Черниговская область. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр. Попробуем вместе с вами разобраться, а что же произошло с рынком жилой недвижимости города Чернигова. Перед вами карта северо-восточного региона, куда входят 4 крупных областных города-центра. Это Чернигов, Суммы, Полтава и Харьков, естественно. И как мы видим, что все вот эти, начиная с города Чернигова, приграничные области, и, естественно, города областного значения, Суммы, Харьков также. Единственное, что Полтава, она ближе к центру. Сегодня мы говорим о городе Чернигове. Я вчера записывал по городу Суммы, вы можете посмотреть свежую информацию. Также неделю назад по городу Харькову. Итак, все внимание на город Чернигов, легенду карты, население довоенное 285 тысяч. Я думаю, что сейчас, ну, порядка, наверное, 200 тысяч там осталось, живет. Я очень хорошо знаю город Чернигов. Я прожил, в общем-то, достаточно большую часть жизни, наверное, лет 10, может, чуть меньше, в городе Славутичи. Это буквально недалеко от города Чернигова, там 60, наверное, километров. Поэтому часто был в Чернигове и хорошо знаю в целом как Черниговскую область, так и город Чернигов. Итак, напишите мне, друзья, кто живет в городе Чернигове, насколько, по вашему мнению, больше или меньше людей сейчас вот визуально вы ощущаете на улицах, в транспорте, ну и так далее, да? Я думаю, что 1200 все-таки меньше живет людей. Дальше, друзья, количество предложений на рынке жилой недвижимости. Здесь первичный и вторичный рынок в выборку попали. Ну, видите, выборка по меркам статистики, она, в общем-то, репрезентативная. Аж 9450 объектов жилой недвижимости, это первичный и вторичный рынок, попали в выборку. Но вот социологи делают опросы, кто победит, так сказать, в президентских выборах, и в выборку попадает там. Да в городе-миллионнике 2000 опрошенных по телефону. Вот представляете, просто вот, ну, я считаю, что вот эта лженаука тем, чем занимаются социологи. Ну, как может быть 2000 выборку опрошенных по телефону изучать общественное мнение? Ну, бред и сивой кобылы, по-другому не хочу назвать. В данном случае я не опрашиваю никого по телефону. Мы собираем предложения на рынке, это не продажи, а предложения квартир, выставленные для продажи, или предложения вообще недвижимости. И вот только с жилой недвижимости у нас 9450 по одному городу Чернигову, в котором, наверное, проживает, как я предполагаю, 200 тысяч.
То есть это вполне как бы такие, ну, как мне кажется, релевантные цифры. Что показало нам рост на 1,8% за месяц. Не перестану вам говорить, что на протяжении многих лет войны я вижу, как увеличивается количество людей, которые хотят продать недвижимость свою, и также уменьшается количество людей, которые хотели бы купить эту недвижимость, ну, по крайней мере, в городе Чернигове и, так сказать, всем северо-восточном регионе. Можете посмотреть. Данные свежие по двум городам Суммы и Харьков можете прочитать на этой карте. Следующий показатель социальное жилье – это стоимостной показатель. Буду говорить только в процентном соотношении. Рост плюс 0,41% за месяц. Ну, безумие, реальное безумие. Дальше. Эконом-комфорт бизнес-класс. Рост плюс 0,32% за месяц. Все это мы сейчас говорим о вторичном рынке. Переходим к первичному рынку. Ну, здесь мы видим, что квартиры эконом-класс подешевели на 0,46%. А вот первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс подорожали на 0,69%. Ну, так себе посмотрите практически по всем сегментам, да, мы видим рост. Причем, посмотрите географию. Вот граница с Белоруссией идет, да, видим. А здесь граница с Брянской областью, ну тут уже Курская область. И вот посмотрите, какой вот этот аппендикс вот здесь. Ну потом на карте я с километражом вам покажу. И это все уходит вглубь Российской Федерации, как бы таким полуостровом, да, можно назвать, ну порядка на 300 километров. Везде идет война, фронт движется, а вот здесь тишь да гладь да Божья благодать. Ну, поразмышляем в конце видео, что может произойти. Дальше от сводных данных переходим к уже таким декомпозированным данным, то есть более подробным. И на примере класс социальное жилье видим карту в разрезе административных районов. Что бросается в глаза, что наибольше всего подорожала недвижимость в Деснянском районе, плюс 0,42% за месяц. Меньше всего подорожала недвижимость в Новозаводском районе, плюс 0,41%. В целом видим, что данный класс недвижимости подорожал за месяц плюс 0,41%. Ну, представьте себе, почти на 0,5% за месяц. То есть хорошая история, прифронтовой город. Да? Следующий слайд. Здесь мы видим с вами эконом-комфорт бизнес-класс, также вторичный рынок. Рост плюс 0,32%. Можете посмотреть, что произошло со стоимостью квадратного метра в абсолютных цифрах, увидим, да? А здесь в данном случае рост в процентном соотношении за месяц. Следующий слайд. Здесь первичный рынок квартиры эконом-класс. Рост плюс 0,46%. Также можете посмотреть, что произошло с недвижимостью в абсолютных цифрах, стоимость квадратного метра, и рост плюс 0,46%. Кстати, друзья, вот, ну, все чаще и чаще ошибаюсь, вот здесь чувствую, что где-то, ну, не соврал, но сказал не точно, видите? Здесь 0,46 роста, а здесь, ну, не поставил плюс, извините, поставил, вернее, ну, вместо плюса, наверное, минус, и не обратил внимания. На самом деле по всем сегментам растет стоимость квадратного метра, это можно перепроверить, вот это сводные данные в целом по всем сегментам, а вверху карты это конкретный у нас получается первичный рынок эконом-класса, вот видите, да? Роста здесь в сводных данных я показал как минус. Но извините, буду просто тщательнее, так сказать, готовиться к показу слайдов. И когда буду выписывать их, создавать, буду перепроверять. Следующий слайд. Здесь мы будем говорить о первичном рынке комфорт бизнес-класс. Рост плюс 0,69%. Также можете посмотреть вот эти сводные данные, все соответствует. В абсолютных цифрах стоимость квадратного метра по админ-районам. Ну и рост за месяц также видим достаточно высокий. Переходим, друзья, к следующему слайду. Он наиболее интересный. Здесь мы будем говорить, что произошло с недвижимостью в течение 1 года. График, рисунок. Гистограмма, и видим, что период сравнения ноябрь 2024 год это $477 за квадратный метр. Напомню вам,
Я на примере социального жилья показываю вам, что произошло. И ноябрь 2025 год, это 487 долларов за квадратный метр. Вот видите, как за год росла стоимость квадратного метра аж на 2,10%. Друзья, также я и компания Олимп для крупных украинских системных национальных банков на протяжении уже многих лет, наверное, больше 10, готовим индексы рынка недвижимости. Ну, это уже самореклама, без нее никак нельзя. Видите, индекс стоимости жилой недвижимости на примере класса социального жилья составил 1,021. Друзья, что такое индекс стоимости недвижимости? Ну, в данном случае социальное жилье. Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. Он считается очень просто, если у вас есть, конечно, статистика, как у меня. На примере социального жилья показываю. 487 делим на 477. Получаем рост в годовом измерении плюс 2,10%, или же вот этот положительный индекс единичка, запятая 0,21. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам, специалисты так называются, или риск-менеджменту, в разных банках по-разному. И данные специалисты по крупицам собирают информацию о том, что вот я вам сейчас показываю, о процессах, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости во времени. Они очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости в целом по Украине, по всем ее сегментам. Поэтому, друзья, синергия наших знаний, она облегчит и ваши бизнес-процессы, и помогает развиваться мне, заниматься наукой, и компании Olymp Consulting. Поэтому для того, чтобы меня найти, описание YouTube-канала, мой Viber-телефончик, друзья, Viber-телефончик, ключевое слово. И звоните, пишите, созвонимся, спишемся, составим техническое задание, и под всю недвижимость, которая находится в портфеле кредитном вашего, так сказать, финансового учреждения, мы будем готовить отчеты раз в квартал по всем сегментам, по всем классам, если это надо. И у вас будет полная картинка, как меняется стоимость недвижимости во времени, друзья. Поэтому, еще раз повторяюсь, можете поинтересоваться, кто такой Андрей Гусельников и компания Олимп Consulting у своих же коллег. Ничего плохого вы обо мне и о компании Олимп Consulting не услышите. Итак, друзья, была реклама. Давайте дальше переходим к следующему слайду. Занимательная статистика – это мы будем говорить о первичном рынке. Сколько квартир было сдано в эксплуатацию. Давайте, прежде чем мы будем говорить о прогнозах, я расскажу вам вот эту внутреннюю кухню, как прогнозировать. На самом деле я не гадаю на кофейной гуще. Я, когда занимаюсь прогнозированием, я применяю научную методологию. Не всегда это работает, но, как правило, в общем-то, достаточно в большом, процентов 90, наверное, вот мои прогнозы релевантны и совпадают. Так вот, для того, чтобы прогнозировать, я применяю метод многофакторного анализа. То есть рынок недвижимости является сегментом украинской экономики. Поэтому, что такое многофакторный анализ? Я беру макроэкономические также показатели, которые характеризуют развитие внутреннего регионального продукта. Есть такая дефиниция, это в открытом доступе, можете посмотреть, служба статистики дает эту информацию. В данном случае по Черниговской области. И вот когда я сравниваю индекс рынка недвижимости, о котором мы с вами поговорили, с основными показателями, которые характеризуют развитие экономики области, то я нахожу, вот есть такое понятие, как коэффициент корреляции. То есть, когда между показателями, которые характеризуют рынок недвижимости и состояние экономики, очень плотная и обратная связь. То есть там коэффициент корреляции 0,7, 0,8, то есть это высокая плотная обратная связь.
То есть эти взаимодействуют два показателя, ну, чтобы было проще, да, кто не понимает. Поэтому порядка 10 показателей макроэкономических, которые очень тесно связаны с индексом рынка недвижимости. А экономику можно посчитать с помощью или понять, что происходит, с помощью также индексов. И это в открытом доступе есть. Единственное, что индекс рынка недвижимости, в отличие, так сказать, от целой Украины, делает на сегодняшний день, ну, не знаю, наша компания и, может быть, еще там, ну, парочку компаний, если по всей Украине говорить, да, управление статистики делает индексы по рынку недвижимости, но там, знаете, как взаголи по заголям рынок недвижимости первичный и вторичный, и все. То есть, ну, без, как оно называется, без детализации, это так, пальцем в небо называется. А мы делаем, уже детализируем, все показываем, что на первичном, какие индексы на вторичном, в разрезе классификаций, ну и так далее. Рассказал вам по поводу того, как надо прогнозировать или же что я применяю при прогнозах. Так вот, один из показателей, который характеризует развитие рынка недвижимости, да, еще забыл, на рынок недвижимости влияют внутренние показатели, о которых мы сейчас будем говорить, и внешние. К внешним относятся показатели такие, как война, которые нельзя предугадать. Заявление там Дональда Федоровича Трампа, что война закончится, а люди у нас стадные животные, уши развесили, оба, все, война закончится, недвижимость в Украине подорожала, и давай выставлять свои, так сказать, квартиры по завышенной нерыночной стоимости. Или наоборот прекращает, так сказать, продавать недвижимость и выставлять объявления, что тоже бывает, ставя рынок на паузу. То есть вот эти все колебательные процессы, я их отслеживаю и вам рассказывал. Внешние факторы – это факторы, которые практически аналитик не может предугадать. А вот внутренние факторы, я в них очень хорошо ориентируюсь, и исходя из того, что время ограничено, давайте о нескольких таких факторах поговорим. Один из факторов, который влияет на состояние рынка, это количество сданного в эксплуатацию нового жилья. Сравниваем 2024 год с 2021 годом. В целом по Украине. Снижение на 33%, большую сторону округлил. А вот теперь давайте смотрим северо-восточный регион, куда входит Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская область, снижение на 81%. То есть рынок первичный остановился в северо-восточном регионе. Больше того, друзья, скажу вам, смотрите, Харьковская область. КС – конфиденциальная информация для служебного использования. То есть, по сути дела, там ничего не строится. Дальше, Сумская область. Ни о чем это вам не говорит, да, вот там деление фронта, там застройщики просто перестают строить. Сумская область. Конфиденциальная информация для служебного использования. Строится только в Полтавской области, и это понятно, потому что она ближе к центральной Украине. И в Черниговской пока строится, хотя уменьшается все равно, видим, что на минус 6% снижается в сдачу, в эксплуатацию нового жилья. Но также хочу вам напомнить, что, друзья, скорее всего, компании-застройщики достраивают жилищные комплексы, которые начинали строиться до войны. То есть комплекс жилой строится 3-4 года. Вот как раз если они на начале там 10% или фундамента начинали строить, то сейчас, возможно, они достраивают и сдают в эксплуатацию. А скорее всего, это комплексы, которые были практически построены, и они сдаются через 4 года только в эксплуатацию. Поэтому я предполагаю, что в следующем году, друзья, все может быть, что мы вот здесь по Черниговской области увидим конфиденциальная информация для служебного использования. То есть компании-застройщики перестанут строить. С чем это будет связано? Смотрите до конца видео, попробуем вместе разобраться. Мое предположение всего лишь, друзья. Следующий слайд, 2025 год, за первое полугодие, ну, чтобы объективно подходить, мы видим, что по Харьковской области ничего не строится, по Сумской области ничего не строится. Смотрим Черниговскую область. В Черниговской области было сдано 462 квартиры за первое полугодие. Возвращаемся, ищем Черниговскую область. Сколько? 1071. Так вот, 402 уже получается 800. То есть уже на 20% меньше, чем в 2024 году будет
сдано в эксплуатацию в 2025 году. Хотя нельзя делать, это называется линейная экстраполяция, то есть предположили, что 400 там этих квартир столько же будет сдано за весь год или за второе полугодие. Скорее всего, будет меньше сдано в эксплуатацию. Поэтому, друзья, видите, факты, что называется, налицо. Рынок первичный медленно и уверенно показывает нам деградацию, то есть компании-застройщики перестают строить. И это связано с тем, что при фронтовых городах это безумие строить, и при фронтовых городах вы просто не продадите эту недвижимость, если даже вы ее и построите. Следующий фактор, друзья, это фактор, связанный с людским капиталом. Кто не знает, что это такое, почитайте в интернете. В принципе, эта дефиниция расшифрована очень подробно. Я не буду вам сейчас так сказать, об этом говорить. Я думаю, что не думаю, а знаю, что меня смотрят умные люди. А теперь хотел бы вам напомнить, что людской капитал, это, любое государство состоит из людей, которые проживают, не просто проживают, а создают добавленную стоимость или прибавочную стоимость. Тут по-разному можно говорить. То есть создают благо в стране. Да? Это экономическое, раньше называлось экономически активное население, то есть способно что-то создавать. Сейчас по-европейски это называется рабочая сила. А в военкоматах это называют по отношению к мужчинам и женщинам, которые военно обязаны, называется мобилизационный ресурс. Вот так доплыли в 21 веке до рабочей силы. Ладно, хоть не крепостная еще называется, и на этом спасибо. Хотя все к этому идет. Почему? Потому что вы же знаете, что мобилизационный ресурс с Украины выехать не может. По сути дела, это крепостные. Итак, макроэкономический показатель, который характеризует, что же происходит с людским капиталом. Очень быстро пройдемся. Официальная статистика в 2022 году, первый квартал, население Украины 41 миллион 167 тысяч. Видим, сколько это у нас получается, 10 лет, да, практически, страна потеряла 10 миллионов людей. На минутку себе представьте. Теперь вверх смотрим. Здесь мы видим, Организация Объединенных Наций дает нам такие цифры. 7 миллионов 678 украинцев покинули страну и, в общем-то, уехали в европейские страны. Из них всего лишь 4 миллиона 805 тысяч получили временную защиту, статус. Также в Россию уехало почти 2 миллиона, но Российская Федерация говорит, что в Российскую Федерацию приехало 5 миллионов. Я склонен доверять, что это 5 миллионов все-таки. И вот давайте, несложная математика, посчитаем. 7 миллионов 678 плюс 5 миллионов, получаем 12 миллионов 678 тысяч людей. Это люди, которые эмигрировали из Украины. Дальше прибавляем 500 тысяч. Это безвозвратно потерянные на фронте. Хотя я уверен, что это больше цифра. Возьмем, так как политики уже часто ее называют, что это 500 000 людей, которые просто покинули этот мир. Итого получаем 13 миллионов 178 тысяч. Несложная математика. Берем вот этот 41 миллион довоенное население, 167 тысяч, отнимаем 13 миллионов 178 тысяч, получаем 27 миллионов 988 тысяч. 28 миллионов можно округлить. Но, друзья, с учетом того, что вот здесь безвозвратные потери, это люди, которые ушедшие, а там же есть и без вести пропавшие. И сколько в плену? То есть и не все регистрировались, уезжая в эти самые европейские страны, да. Я так думаю, что минус 2 миллиона здесь вот 100% может иметь место, не 100%, может иметь место. Итого предположим, что 25 миллионов населения Украины осталось на сегодняшний день. Начинали мы самостоятельную жизнь с 51 миллиона 944 тысячи, то есть с 52 миллионов. Вот доруководили страной эти товарищи, которые, они-то неплохо живут.
а вот население каким-то образом уменьшается, как шагреневая кожа. Это очень серьезный фактор, который, друзья, влияет в том числе, ну, нет людей, если люди бегут со страны, зачем те квартиры нужны? Кто в них будет жить? Марсиан, может, завезут? Ну да, если марсиане сюда приедут, им же надо тоже действительно квартиры какие-то, не подумал. Значит, в украинские квартиры заселятся. Это так, я с сарказмом. Надеюсь, вы понимаете мой, так сказать, черный юмор. Итак, население катастрофически уменьшается. Дальше, друзья, то, что я вам обещал, опять карта. Карта у нас в северо-восточной части Украины. И вот здесь я даже, видите, для вас нарисовал, так сказать, вот эти километражи. Некий такой выступ, который граничит с Белоруссией, это Черниговская область, мы говорим. Здесь Брянская область, да, здесь Курская область. Итого мы видим, что до Чернигова 86 километров, то есть совсем немного. С крайней точки Брянской, ну, с пограничного перехода Брянской области. И до города Киева видим сколько? 144 плюс там 86, ну где-то там 200, там 20 с чем-то километров. Вы представляете, как близко, это самая близкая точка до центра Украины, до Киева, до столицы, именно с Черниговского направления. Но не случайно в 2022 году войска Российской Федерации, они же дошли до Броваров, были вот здесь. Вот тогда все патриоты, которые сейчас там пыжатся, что-то рассказывают, они все чекурнули. Я один, не патриот, друзья, остался в Киеве, ну как один, не только я, естественно. Ездил по пустым улицам и удивлялся, думаю, ну где же эти горлопаны, которые ну, вот, тут хотели всех порвать, да, на немецкий крест. Так вот, это самое близкое расстояние до города Киева. А теперь посмотрите, что с этим выступом происходит вот так. Если мы, Бояра Лежачи, это с нашей стороны, граничит с Курской областью, небольшой населенный пункт, ну, я так думаю, что, скорее всего, село, и село Неданчичи. Оно граничит с Белоруссию. В селе Неданчичи у меня, ну, я же говорил, что я жил в городе Славутичи, там почти 10 лет, и в Неданчичах даже у моей тещи была там, ну, дача. Я хорошо знаю эту местность. Смотрите, 286 километров всего. И вот этот выступ, и вот здесь идет война, двигаются, Волчанск захватили, двигается Российская Федерация Харькову, Сумская область тоже под обстрелами, тоже здесь, в общем-то, линия фронта двигается. А здесь тишь да гладь, да Божья благодать. Может быть, с этим связано то, что рынок недвижимости растет и, в общем-то, ну как растет? Растет он на цифрах по предложениям, на самом деле ж покупателей нету. Можно фантазировать сколько угодно, ставить за свою квартиру, вы ее никогда не продадите. Поэтому, друзья, я вот всего лишь предполагаю, я очень хочу ошибиться, но, во-первых, мы уже видим вот эти серьезные, я, кстати, об этом полгода начал говорить назад, что первое, что делается, выключается электричество, да, свет погас, и без электричества, без, так сказать, этого источника, без которого невозможен современная жизнь современного человека, да, все превращается, недвижимость превращается в каменные джунгли, ни больше, ни меньше. То есть электроэнергию выносят подстанции, то есть видим, что сидят люди именно в Черниговской области достаточно долгое время без света, нет электричества. И что, друзья, вот этот выступ срезать, то есть я предполагаю, что вот там есть Северная армия формируется, да, но вот это же северная часть, что в следующем году мы увидим так же, как в Сумской области или в Сумской, в Харьковской. Не хочу накаркать, не хочу, ну, оно само собой просится, вы поймите, здесь и война, а здесь тишь да гладь, ну не бывает так. То есть зачем-то вот этот участок пока не трогают. Я предполагаю, что в 2026 году здесь вот активно начнется какое-то, так сказать,
ну, наступление Российской Федерации, не какое-то, а наступление Российской Федерации. Есть ли силы или возможности у украинской армии сдерживать еще один фронт? Я не знаю, если честно, не знаю. Мне страшно об этом просто подумать. Но так или иначе, это отразится, естественно, на рынке жилой недвижимости, и мы увидим, что как стоимость квадратного метра будет снижаться. Поэтому переходим к прогнозам очень быстро. Я все-таки предполагаю, что в первом квартале мы увидим динамику снижения стоимости квадратного метра. То есть, возможно, это будет по полпроцента каждый месяц снижаться. Понятно, что, вот как я предполагаю, что боевые действия на территории Черниговской области, скорее это будет к концу 2026 года происходить, в начале года вряд ли это будет. Поэтому я предполагаю, что, но в любом случае, ну, не бывает так, вот просто не бывает так, что везде все плохо, идет война, а Черниговская область такой островок благополучия и счастья, и почему там стоимость квадратного метра растет по предложениям. Но это в головах у продавцов она растет. Понятно, что там ничего не растет. Но мы работаем по предложениям, поэтому я вам говорю о предложениях. О стоимости по предложениям. Итак, друзья, время пройдет быстро. Посмотрим, насколько я был прав или не прав. А пока что вы должны сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал для того, чтобы знать, что происходит с рынком жилой недвижимости. Потому что я ваш скромный слуга и компания Elim Consulting ежемесячно записываю обзоры по рынку недвижимости Украины и не только. И эти обзоры, надеюсь, станут для вас компасом или же путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.